Привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы продолжаем с вами рисовать морской календарь, и сегодня у нас май. Спасибо огромное за вашу активность в Инстаграм. Я задавала вам вопрос, что для вас май, буквально в 3 словах, и получила, правда, много ответов, и на них сегодня буду опираться. Были ответы жаркий, цветущий, солнечный, голубой, также фиолетовый, сирень, у кого-то просто шашлыки. Много, в общем, ответов. Спасибо вам огромное. Попробую сегодня создать такую очень яркую, но при этом цветущую картину, наверное, вот так вот. Хочу в небе взять почти все оттенки, которые вы мне посоветовали. Это желтый, голубой, фиолетовый, лиловый, даже где-то местами индиго, все-таки не без капли дегтя. Для меня этот месяц тоже один из самых любимых. Наверное, это связано еще с тем, что у всей моей семьи почти что дни рождения в этот месяц, и он такой очень добрый, насыщенный любовью, и правда все цветет, сирень, безусловно, радует. Единственный момент, что в этом году нас май совершенно не порадовал в Петербурге, и это сплошные дожди, холод, серость. Но бывает, правда, бывает месяц просто шикарным, но не в этом году. Работу над картиной начинаю с базовой заливки цветами, которые вот я хочу заложить. Я начала градиент от кадмия желтого, добавляю немножко красного, потом идет смена кисточки, либо полное вычищение кисточки влажными салфетками. Только потом я перехожу в королевскую голубую и очень тихонько вхожу в желтый с помощью неаполитанской телесной, либо белил, чтобы свести на минимум зеленый цвет, который может появиться из сочетания этих двух оттенков. У горизонта закладываю насыщенный фиолетовый цвет, фиолетовый плюс белила, немножко королевской голубой, чтобы он стал более пастельных оттенков, и заполняю цвет индиго полностью в воду. Где-то, возможно, сделаю светлее, где-то темнее, то есть я сразу же цветом ищу форму, но она еще пока не точная. Воду в этом месяце я хочу сделать какую-то более нейтральную, нежели это было в марте и в апреле. Это будет какое-то легкое волнение, таких приятных темных цветов. Возможно, где-то добавлю отблески нашего неба, то бишь желтые оттенки, но это будет все выстраиваться в процессе рисования. Далее я перехожу к своему любимому этапу тушевки. И на самом деле, что может быть приятнее, когда вся эта масса мазков превращается в просто невероятно красивую пелену цвета. Не знаю, мне это особый кайф доставляет. И я во всех картинах использую данную технику. Прохожусь сухой кисточкой по всей картине. Обязательно держу салфетку в руках, салфетку сухую. И каждый раз, когда я протушевала тот или иной цвет или сочетание цветов, я обязательно выбиваю краску об салфетку, потому что кисточка наполняется и начинает разносить предыдущий цвет. Мне это не нужно, мне нужен плавный чистый градиент, поэтому я всегда вычищаю кисть об салфетку, которая в руке за кадром. Далее я беру скошенную кисть небольшого размера, это моя универсальная кисточка, я ей пишу абсолютно все уже на этапе прорисовки. Кисточка это от Pinax со скошенным срезом. Данная форма кисти позволяет делать как тонкие линии, так и если вы прижмете кисточку плоско, то она будет достаточно толстые мазки оставлять, что тоже как бы плюс. В работе у вас как будто 2 кисточки, но на самом деле одна. Если правильно управлять, то она просто заменяет абсолютно все. Не знаю, я ей пишу все. Сейчас мне важно уплотнить цвет и набрать форму облаков. Набрать форму края фиолетового облака на горизонте. Засветов, каких-то новых облаков, которые уже поднимаются к середине неба. И всегда после каждых мазков я приглаживаю это все средней маленькой тушевкой, чтобы это плавно входило в наш фон. Люблю темные контрастные облака, поэтому добавлю их как на желтый фон, так и сверху картины, возможно, даже и слева немножко. То есть мне нравится, когда они оттеняются ярким фоном. Мне кажется, это тоже придает живости картине. Плюс добавляется нужная нам контрастность, то есть картина становится ярче, и это тоже привлекает, мне кажется, взгляд и становится более живо, более похоже, наверное, вот так вот. Чтобы затемнить фиолетовый цвет, я добавляю каплю индиго. Чтобы высветлить, я добавляю королевскую голубую.
Пока я прописываю облака, хочу напомнить, что если вы хотите и можете поддержать мой канал, я буду очень благодарна. Сделать это вы можете на сайте Boosty. Первая ссылка внизу в описании. Хочу разбавить фиолетовое облако красно-лиловым просветом. Немножко сглажу его переходом в розоватый, в петербургскую розовую, и перейду обратно на фиолетовый. Также добавлю бледно-желтых мазков в центр картины, как такие, знаете, кусочки, освещенные солнцем последние. Мне это нравится, слегка их приглажу и оставляю. Перехожу на воду и пишу ее всегда по одному принципу. У меня есть подложка, я считаю это средним цветом. Дальше я беру самый темный свой цвет, это цвет индиго, либо я смешиваю индиго плюс коричневый, тогда получаю почти черный цвет. Но здесь, по-моему, я использую только индиго. И мелкими полосочками я должна заполнить весь свой дальний фон и ближнюю к нам волну. То есть сейчас я только цветом индиго работаю. И не забываю, что когда индиго входит в картину, она смешивается с предыдущим цветом, она становится более бледной, поэтому каждый раз обновляйте цвет на кисточке. После того, как я закончила работу с темным цветом, я перехожу на более светлый цвет, то есть он должен быть светлее, чем ваша изначальная подложка. И точно так же кучей полосочек я прохожусь по всей картине. Главное сейчас вот в промежутках между полосками оставлять и подложку, и индиго цвет, то есть не закрашивайте в ноль, а просто добавляйте в промежутках новые мазки. Также добавляю мазки с добавлением желтого цвета, такой слегка бледно-голубо-зеленоватый получится цвет. Добавляю их как отблески нашего неба. И самые светлые белые мазки раскидываю в виде бликов. А дальше, на самом деле, сколько терпения вам хватит, столько и набирайте эти мазки. И тут вы для себя можете сразу понять, подходит вам данный сюжет или нет, потому что есть некоторые люди, которых напрягает, например, писать огромное количество мазочков. Меня вода успокаивает, но в свою очередь я, например, ненавижу рисовать окна на домах, хотя тоже, по сути, очень-очень много одинаковых там полосочек, но вот тот сюжет, например, меня напрягает, а рисовать воду я могу бесконечно. В финале добавляю более ярких зелено-желтых бликов, смешиваю их немножко с белилами, чтобы они более плавно входили, прохожусь по всей картине, и вот такой вот май у нас с вами получился. Пишите в комментариях, как вам май, как вам сюжет, понравился ли. Вообще, на самом деле, буду рада любым комментариям, потому что это помогает каналу расти. Так что за любую активность я вам очень благодарна. Спасибо, что были со мной. Увидимся в новом месяце.